Всем здравствуйте! Вы на канале Татьяна Мертуглу Турецкие узоры. Сегодня я буду вязать тапочки спицами. 5 спиц буду использовать. Вот такая вот моделька, простая. Узор точно такой же, как у меня был в предыдущем видео, но там я вязала, ряды у меня были поворотные, а здесь такой же узор, только я буду его вязать по кругу. Вот такие вот тапочки. По-быстрому, думаю, сразу связать, показать, как этот узор вяжется по кругу. Просто, но практично. И вот быстро очень вяжется, удобные. Значит, пряжа, как всегда, у меня, что у меня в 100 граммах 250 метров. Акрил у меня. 5 спиц у меня номер 2,5. Набор я буду делать зачин по мыску на круговые спицы. Маленький номер я взяла, двойка у меня была, можно 2,5 взять. 2 цвета ниток, серые, кремовые. Ну что, начнем вязать. Значит, начинаем вязать с мыска. Я начну набор с 12 петель, расширю по всему тапочку. У меня будет 56 петель. Этот узор, он вот растягивается хорошо, поэтому если я обычную модельку вяжу на 60 петель, то в этот раз я сделала 56 петель. Забыла я сказать за размер. Размер, значит, на какой они у меня пойдут, с 37 по 39. Так, теперь, кто знает, как вязать мысок, сразу провяжите мысок. Кто не знает, тогда я вот начну с мыска вязать. Так, ниточку перекинула. И на каждую спицу буду набирать по петельке. Сюда, вниз, вверх, вниз, вверх. Вот так вот наберу 12 петель. Так, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, вниз 7, наверх 8, вниз 8, наверх 9, сюда 9, 10, 11, 12. Так, сейчас мы это дело пересчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12 вверху, 2, 4, 6, 8, 10, 12 внизу. Так, я узелок пока не завязываю. Одну спицу выдвигаем. Сначала провяжем все петли с одной спицы, потом со второй спицы провяжу, а потом перенесу их на 4 спицы. Значит, вот так вот. На первой спице я петли переворачиваю, переношу, а на второй уже буду провязывать так, как они смотрят. Они уже там будут перевернутые. Все провязываю лицевыми до последней петельки. Так, придерживаем. У меня иногда камера покачивается, но ничего я пока с этим поделать не могу. Купила новую подставку, она вот немножечко лишнее движение, и она начинает качаться почему-то. Пугает меня. Все время думаю, что опять землетрясение. Так, теперь на вторую сторону перешли. Точно так же здесь провязываю лицевыми. Так что у нас здесь? У нас здесь уже петелька нормально смотрит. Все, провязываем все до конца, все лицевыми, и сразу
с накидом, с добавкой буду переносить на 4 спицы. Четвертую подставку за год покупаю, ломаются, только так. Все такое некачественное. Так, девочки, что мы теперь делаем? Первую провязываю, делаю сразу одну добавку. Это у нас было 12 петель, значит, с добавкой получается по 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Перенесла. Опять осталось у меня здесь 6 петель. Вместе с добавкой будет 7. Перенесла на вторую спицу. И точно так же перенесем оставшиеся петли на 2 спицы. Подтянули. Видите, что у нас получается ровненько. Так, переносим теперь эти. Провязала одну добавила. Значит, перенесем все петли. В первых 3 рядах я, как всегда, делаю прибавку в каждом ряду. Потом буду ее делать через ряд. Буду вязать мысок, пока у меня не будет 56 петель на спице. Потом что я буду начать вязать узор. Так, сколько здесь? 6, 7. 7 перенесла. И оставшиеся 7 переносим. Все, теперь пойдем дальше вязать по кругу. Зачин сделали. Добавила. Аккуратненько, не перепутать спицы. А теперь, чтобы легче было ориентироваться, где у нас начало ряда, вот у нас этот хвостик остался, когда мы набирали начало ряда, выведем его на улицу сюда, снаружи, чтобы он был. Вот у нас начало ряда, пусть он останется здесь. Потом, когда закончим мы вязать, вытянем его наизнанку, вот и все. Так будет легче ориентироваться. Так, поехали. Первую снимаем. Опять у нас добавка. Это у нас получается второй ряд с добавкой. Далее все вяжем по кругу. Как я уже говорила, первые 3 ряда я добавлю в каждом ряду, потом буду через ряд. Но это же опять можно с самого начала делать прибавки через ряд, просто тогда мысок получится длиннее. Вот в чем дело, поэтому я добавляю так. Ну, опять же, в разных моделях по-разному добавляю. Так, что дальше? Так, думаю, что дальше все понятно. Вяжем по кругу, добавляем петли, расширяем мысок. Так, вот у нас прибавка, ее провязываем. Еще одну делаю, набрасываю. Последнюю тоже лицевой. Переходим на эту сторону. Провязали, добавили. Сейчас провяжем 3 ряда с добавками, а потом будем через ряд. В одном ряду добавим по петельке, следующий ряд будем вязать без прибавок. Так, с этим разобрались. Вяжем мысок, встречаемся.
расширяем это все. Так, что у нас тут получается? Все нормально получается. Провязали первый ряд все изнаночными. Теперь следующие 3 ряда все вяжем лицевыми. Серым цветом все буду вязать лицевыми. 1 ряд изнаночный и 3 ряда лицевыми. Вяжем 3 ряда лицевыми. Так, заканчиваем вязать 3-й ряд серым. Значит, что мы сделали? 1 ряд изнаночный серым и 3 ряда серым лицевыми. Теперь переходим на белый цвет. Три петли белым провяжу изнаночными. 1, 2, 3. Одну петельку снимаю, не провязывая, снимаю, вот ее держу. Сейчас эту ниточку уберу, чтобы вам было лучше видно. Смотрите, нижнюю петельку изнаночную подхватываю. Вот мы эту сняли, и внизу, вот она, подхватываю на спицу ее, снятую петельку, и которую мы подхватили, провязываю 2 вместе изнаночной петлей. Сейчас у нас 4 ряда будут идти белым цветом. Поехали дальше. 3 изнаночных. 1, 2, 3. 3 изнаночных. Одну снимаю. Поднимаю петельку. Поперечная. Вот у нас с первого ряда, которая петелька была. Вот подняли ее. И провязываю вместе со снятой изнаночной петлей. 2 вместе провязываю изнаночной. Так будем вязать до конца ряда. 3 изнаночных белым. Одну петельку снимаю. Нижнюю белую поднимаю. И провязываю вместе со снятой петлей изнаночной. Раз, два. Извините за звук спиц, но поделать ничего нельзя, царапают. Так, раз, два, 3-я изнаночная провязываем. Опять одну сняли. Сразу же нижнюю поднимаем. Провязали 2 вместе изнаночной. 1 изнаночная, 2, 3 изнаночная. Еще раз снимаю. Вот она петелька. Вот внизу по петельке опускаемся вниз, нижнюю поднимаем. Провязываем 2 вместе, поднятую петлю и снятую, 2 вместе провязываю изнаночной. Все, так будем вязать до конца ряда. 1, 2, 3. Сняли. Подняли. Провязали 2 вместе. Вяжем до конца ряда. 1, 2, 3.
Пришли в конец ряда, последняя спица провязываем. Тут у нас все должно совпадать. Так что у нас здесь остается 4 петли, 3 изнаночных, и последняя у нас получается: одну снимаем, одну поднимаем, и провязываем вместе. А здесь мы начинали с 3 изнаночных и закончили поднятой, провязанной вместе. Так, теперь что делаем дальше? Белый цвет у нас 3 ряда, теперь вяжем лицевыми. Первый ряд у нас поднимали, дальше 3 ряда будем вязать лицевыми. Все вяжем лицевыми и перейдем на серый цвет. Будем делать точно все так же, поднимать петельки, только серым цветом и в шахматном порядке. Сейчас 3 ряда провязываем все лицевыми белым. Провязали 3 ряда белым лицевыми. Переходим на серый цвет. Первый у нас был белым изнаночные, поднимали петли, и далее мы провязали 3 ряда по кругу белым лицевыми. Опять переходим на серый цвет. Значит, первый ряд вяжем изнаночными и поднимаем петельки. Далее серым провяжем 3 ряда лицевыми. Значит, теперь вяжем в шахматном порядке. Вначале мы провязывали 3 петли лицевыми. Теперь вот средняя петелька, мы ее будем поднимать. Значит, первую петельку провяжу изнаночной. Далее петельку поднимаю. Нижнюю серую поднимаю. Провязываю 2 вместе. Ой, изнаночным. Далее 3 петли серым цветом. Вот средние 3. Здесь у нас была, поднимали мы, провязывали. Над нею в шахматном порядке вяжем 3 петельки серым цветом, вяжем изнаночными. 1, 2, 3. Следующая. Снимаем, не провязывая, нижнюю изнаночную поднимаю, серую изнаночную. 2 вместе провязываю изнаночной. 1, 2, 3 изнаночных. Одну петельку сняли, не провязываем. Нижнюю серую изнаночную подняли, на спицу ее перебросила. Непровязанную петельку и поднятую петельку провязываю 2 вместе изнаночной. Все, поехали дальше. 1, 2, 3 изнаночных провязали. Одну снимаем. Здесь у нас переход. Одну подняли. Две вместе провязали. Что у нас здесь получается? Вот так вот. Так идем до конца ряда. Вяжем серым цветом 3 петельки изнаночных. Одну подняли. Одну сняли, не провязывая. Одну подняли. 2 вместе провязала изнаночные. 3 изнаночных серым цветом. 1, 2, 3. Одну белую снимаю, не провязывая. Опускаемся вниз, нижнюю петельку поднимаю. Снятую и поднятую провязываю 2 вместе изнаночные.
Вяжем до конца ряда. 3. Вяжем до конца. Пришли в конец ряда. Последние 2 петельки у нас 2 изнаночные серым цветом. Начало ряда у нас было с 1 петельки и 2 здесь, получается всего 3. Весь узор совпадает. Так, теперь дальше что мы делаем? Подняли. Теперь следующие 3 ряда вяжем лицевыми по кругу, все лицевыми, серым цветом. Вяжем серым цветом все лицевыми. И потом перейдем на белый цвет. Все, вяжем все лицевыми. Провязали 3 ряда серым. Опять я перехожу на белый цвет. Вяжем изнаночными. В шахматном порядке продолжаем вязать. Что у нас здесь теперь? Идет повтор. Теперь первые 3 петельки вяжем 3 изнаночным белым цветом. 1, 2, 3. Следующее. Поднимаем. Снимаем, не провязывая. Поднимаем нижнюю. 2 вместе провязываем изнаночной. Продолжаем 3 изнаночными. 1, 2, 3. Одну петельку снимаем, не провязывая. Снимаем. Нижнюю белую подняли. Со снятой петлей провязали вместе изнаночной. Опять 3 изнаночных. Одну петельку сняли. Одну подняли и вместе со снятой провязали 3 изнаночных. И так идем до конца ряда. Следующие 3 ряда опять у нас будут лицевыми петлями. Потом переходим на серый цвет и все так же вяжем. Первый ряд изнаночный, одну петельку снимаем, не провязывая, одну поднимаем, провязываем их 2 вместе. Опять 3 изнаночных, одну снять, одну поднять, провязать 2 вместе. Провязали 3 лицевых ряда и переходим на новый цвет. Что у нас по изнанке? Вот такие вот у нас полосочки. Так, вот я вам 4 ряда мотива показала. Теперь что я дальше буду делать? Сейчас мы провяжем, будем чередовать цвета. Сколько всего таких ячеек у меня получилось? Посчитаю их все, наверное. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот 12 у меня белая. Дойду до белого цвета, к вам вернусь и будем продолжать вязать дальше. Так, вяжем мысок, так сказать, начало. Дойдем до разъема. Может быть, вы длиннее захотите, может быть, покороче, поэтому примеряйте. Довяжем и встретимся. Расширили мысок. Теперь подключаем серую нить. Первый ряд узора. Все петли провяжем изнаночными серым цветом. Ну или какой там у вас будет контрастный цвет. У меня это серый. Все петли по кругу вяжу серым цветом. Все изнаночными. Так, что у меня тут? Удобно.
Все провязываем изнаночными. Закончила я вязать мысок. Значит, сейчас я его сразу замеряю. В ширину у меня 10 сантиметров получился. В высоту 11,5. Я закончила вязать белым цветом изнаночными. Один ряд провязала серым основным лицевыми. Теперь, что мы сделаем? Сейчас будем делать разъем. Так, у меня на спице по 14 петель. Сейчас провяжу 12 петель. Последние 2 провяжу вместе. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Осталось 2 петельки. Я их провяжу 2 вместе лицевой, закрою. И по изнаночной стороне тоже буду провязывать вместе. Я всего закрою 6 петель. У меня на спицах останется 50 петель. Так, перешли на изнаночную сторону. 2 вместе. И еще раз 2 вместе провяжу. Все. Далее я буду вязать вот таким вот узором, рисом. Значит, по изнаночной стороне провяжем 1 лицевая, 1 изнаночная. По лицу, по лицевой стороне также будем вязать над лицевой, лицевой, над изнаночной, изнаночной. И потом по изнанке будем путать их над изнанкой. Над изнаночной петлей будем провязывать лицевой, а над лицевой изнаночной. Вот он, я 2,5 у меня спицы, поэтому он получился довольно-таки плотный. Вот не светится ничего. Значит, что мы дальше будем делать? Вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Так дойдем до конца ряда. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вяжем до конца ряда. Пришли в конец ряда. Так, последние 2 петельки провяжу вместе. Переходим на лицевую сторону. И здесь точно так же провяжу вместе. Раз вместе и еще 1 раз. Так. Вот так вот раскрыла. Если кто хочет, чтобы тапочек не был сильно высоким, можно еще по 1 петельке убавить. Так, теперь что делаем дальше? Дальше продолжаем вязать по узору. Над изнаночной, изнаночная, над лицевой, лицевая. Так идем, вяжем до конца ряда, а по изнанке будем это все путать. Все вяжем до конца ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Разъем сделали. И сейчас этим узором рис довяжем, провяжем нужную нам длину до пяточки. Вяжем. Пришли в конец ряда. Кромочную я всегда провязываю здесь изнаночной. Так, теперь по изнанке, как я уже говорила, первую снимаем. Далее у нас идет изнаночная, лицевая. Изнаночную провязываю лицевой, лицевую провязываю изнаночной. Все, по лицу будем вязать по узору, а по изнанке будем это путать, эти петельки. Все, над лицевой изнаночная, над изнаночной лицевая. Так, сколько я провяжу сантиметров? Сейчас момент. Так, вяжем нужную нам длину. У меня это 10 сантиметров. Вот до пяточки довяжем до пяточки. И будем вязать пяточку. Пяточку провяжу точно таким же узором. Значит, сейчас что делаем? Вяжем нужную нам длину до пятой и встречаемся опять. Провязала я нужную длину до пяточки. Теперь пятку буду вязать таким же узором, рисом.
первые 19 петель провязала, 12 петель оставляю на пятку, под 19 петель у меня по краям. Продолжаю вязать. Крайние петли буду закрывать по лицевой стороне изнаночной 2 вместе провязывать, по изнаночной стороне 2 вместе буду провязывать лицевой. Среднюю часть продолжаю вязать 1 лицевая, 1 изнаночная. А по изнанке, так же как мы вязали все наше полотно, будем над лицевой изнаночную, над изнаночной лицевую вязать. Так, 12 петель на пятке, последняя 12 петелька, провязываю ее вместе с петелькой с боковой спицы. Изнаночная провязываю 2 вместе, переходим на изнаночную сторону, первую снимаю, лицевая, изнаночная, последние 2 петельки провяжу лицевой. Так буду вязать, пока у меня не закончатся все петли на боковой спице. Довяжем пятку до конца, закроем все петли, закроем петли на пяточке и перейдем к обвязке тапочки. Так, последняя петелька, 2 вместе провязываю лицевой. Сюда я буду вязать на 2 спицах. Опять первую снимаю по лицевой стороне. По лицевой мы вяжем по узору, а по изнанке я это все дело путаю. Все, вяжем пятку, закрываем петли. Довязываем до конца. Закончили вязать пятую, закрыли все петельки. Теперь наберем по кругу на 4 спицы петли. У меня всего будет 60 петель. Наберу 60 петель и 10 рядов провяжу все изнаночными. В этот раз сделаю немножечко по-другому. Все петельки, все 10 рядов, ну, желаемую высоту можно провязать чуть побольше, 12-14 рядов. Я провяжу 10. Провяжу все изнаночными и потом, как обычно, примонтирую. Сейчас набираем петли по 2 дужки, вытягиваю ниточку, набираю петельку. Значит, набираем дальше петли, серединку вот хочу показать. Просчитаем потом, чтобы у нас вот боковые части было одинаковое количество петель, чтобы не было, что на этой 20 петель, а на этой 30 петель. И среднюю поднимем. Вот средняя петелька. Провяжем ее вот так вот, чтобы здесь не было никаких дырочек. И пошли дальше на вторую сторону. Вот 2 дужки. Все, с петлями понятно. Набираем петли и все вяжем изнаночными. Что у нас должно получиться? Вот такая вот у нас обвязка будет. Сейчас все провяжем изнаночными. Потом я к вам вернусь и примонтируем. Вяжем. Закончила я вязать бейку свою. Так, сколько у меня высоту получилось? 2,5 сантиметра. Теперь выворачиваем это все наизнанку, разравниваем все петельки и будем ее привязывать. Так, беру для этого крючок, снимаю 1 петельку со спицы, сняла, подхватываю
Вот у нас здесь поперечные такие петельки проходят. Это первый наборный ряд у нас был. Подхватываю одну петельку. И протягиваю ниточку через обе петельки. Так, по одной я привяжу всю нашу отделку. Так, вот она. Захватили ниточку и протянули. Так, закончим, довяжем до конца, попрячем вовнутрь все эти хвостики. Где какие ниточки есть, зачистим их тоже. Опять захватили, раз и два протянули. Крючок ввели, снимаю одну петельку, одну поднимаю. Раз, два, все. Таким методом закроем все петельки, девочки. Вот такое вот дело получится у нас на лицевой стороне. На этом сегодня все. Буду заканчивать. Всем спасибо за просмотры. Всех благ, всем здоровья и мира. До новых встреч. Пока-пока. Увидимся.